что можно купить на житнем рынке за 100 гривен. Орехи 60 гривен. Гранат азербайджанский, сдают точку. Житний рынок. 250, таке 100. Это не цены, это рай. Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Visit Kyiv. И сегодня мы сделаем супер крутой сюжет. Мы скажем, что можно купить на ноябрь месяц 2018 года в Киеве на житнем рынке за 100 гривен. Поехали! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, а що у вас по чому, скільки коштують, такі грушки скільки коштують? 40 гривен. 40 гривен килограмм. Айва 50 гривен килограмм. 10 гривен килограмм картошка. Ребята, 10 гривен. Это меньше, чем полбакса. Тыква сколько стоит? Ребята, 10 гривен килограмм. Таких цен нет нигде. Здравствуйте, а почем ваша хурма? 50 гривен. А вот все огурки? 40 гривен. А помидорчик? 45. І цибулька в нас 20 гривень. Добре, дякую вам. Скільки у вас коштує ця цвітна капуста? 40 гривень кілограм. Це українська? Українська. А звідки? Вінниця. 40 гривен килограмм цветная капуста. Ту, которую любят иностранцы, европейцы и украинцы. Всего лишь 40 гривен килограмм. И мандаринки даже, видите, сезон как бы начинается. Гривен 30-40 килограмм максимум. Орехи 60 гривен. Грецкий орех. Молодой, вкусный, качественный. 60 гривен килограмм. Если его разлучить, я думаю, будет на 1 килограмм грамм 300, может быть 400. Это тоже очень неплохо. 200 грамм 30 гривен. Ну, так как я им казал. Килограмм орехов нечищенных стоит 60 гривен, а чищенных 200 грамм стоит 30 гривен. Очень нормально. Спасибо большое. Доброго дня. А сколько гранат стоит ваши? Я тебе смотрю. До меня. Я 100 продаю, тебе 80. 80 гривен килограмм. Азербайджанский гранат 80 гривен килограмм. Турецкий по 50, а это все азербайджанский. А ну, Ну, честно скажу, честно. честно скажу. Земля разная, Ребята, этого дяди самый вкусный гранат азербайджанский. Сдают точку. надо каждый день 1 стакан пить этого. Сколько сок стоит? Сок этого 0,5 100 гривен. Нет, стоит или нет? Класс, стоит. Здравствуйте, а почем вообще зелень ваша? 10-15 гривен. Практически вся зелень. Петрушка, укроп, листья капусты, листья салата. Ребята, это не цены, это рай. А почем малинка? 25 гривен, дякую. 25 гривен, 250 грамм малины. Ребят, ну а мы на самом деле подошли к самому основному рынку Подола. Житний рынок. Let's go! Мы внутри и сейчас проверим, чем отличаются цены внутри житнего рынка от цен, которые были на улице в начале. Почем огурчики? Килограмм есть 50. 50 гривен. Ага, а помидорчики? Помидоры самые дешевые, сейчас 55. 55. Малинка сейчас очень дорогая. Сколько стоит? А хурма? 65. Гранаты 150 килограмм. 150 гривен килограмм. 150 гривен килограмм гранат турецкий. А почем зелень ваша? Смотря какая, Ну, 200 гривен килограмм. 200 200 гривен килограмм. Чтобы вы понимали. То есть, а тыква? 20 гривен килограмм. Тут у нас красний ікра, ну тут теж це на Новий рік, треба трішечки підзаробити грошей, щоб йти по цих чудових прилавках. Смотрите, сыр, в принципе, можно за 100 гривен взять 200-300 грамм сыра. Гран Лео, Италия, 290 гривен стоит килограмм. То есть за 100 гривен можно взять 350 грамм. Здрасте. А почем ваши колбаски? 220, такая по 100. Это килограмм? Мне даже дали попробовать. Как домашняя. За 100 гривен можно взять смело грамм 400. Почем мед? Вы за 100 гривен можете взять чистейшую баночку пол-литровую акации, меда, гречаный мед. Это один из самых-самых полезных медов, да. Дуже рідкісний мед, дуже гречка в мене ісключительно. Такої гречки ви не знайдете по всьому. Класс.
ми пам'ятаємо, що у нас є 100 гривень, на які ми хочемо дізнатися, що ж можна купити. Скільки сало стоїть? Ну, гляньте, от тут Таке дуже... 250, таке 100. О, дякую вам. Курица от 100 гривен килограмм, уточки, кролик тоже от 180 гривен. А це бринза, так? Да? А скільки вона? 200 гривень кілограм. О, а це сирник. Я вгадав? До речі, це виключно українська страва. І скільки такий сирничок цікавий, красивий? По 120 гривень. Смакота. А сметанка скільки коштує? 90 гривень. Друзі, дуже непогано. А масло, бачите, а скільки масло коштує оце? 250 гривень. Ну, це кілограм. А якщо ви візьмете 200-300 грам, ви якраз 100 гривень вкладете. Ну, то есть, смотрите, на самом деле здесь много выбора, но вот этих вот бабушек в стаканах, оно правда дешевле. Если мы говорим, например, про орех, тот же он точно дешевле. Халва 500 гривен. Халва 500 гривен килограмм. А у вас карточкой можно расплатиться? О, ребят, здесь можно расплатиться карточкой. Что мы сейчас и сделаем? Значит, дайте нам тогда халвы кусочек и фиников несколько. Ну вот, получается, мы купили кусочек халвы за 92 гривны. Не знаю, тут грамм, наверное, 100, 150. И 4 финика за 40 гривен. Где-то один финик 10 гривен. Это самый дешевый, кстати. Ну, попробуем. Друзья, как показала практика, цены дешевле в начале входа в рынок. То есть на улице цены дешевле. Но если вы хотите походить по самому рынку, почувствовать эту атмосферу, аутентичность и выбрать для себя самое вкусное и самое свежее, вам однозначно сюда. За 100 гривен можно купить и можно собрать, в принципе, неплохой набор. Но это будет точно не из мяса, либо не из рыбы. Рыба очень дорогая. А вот овощи, либо же какие-то фрукты сейчас можно купить. Тем более осенью сейчас этого достаточно. Пишите в комментариях, где вы покупаете продукты, овощи, фрукты. Пишите ваши места и советуйте, где лучшие цены и лучший выбор. За лучшие комментарии мы подарим вам крутые призы от нашего партнера магазина сувениров «Народный дом Украины». Увидимся в следующем выпуске. Па! Пум-п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 ум.